Противостояние святого – крайне интересное аниме, но немного запутанное, и не всегда понятно, что происходит с главным героем Ван Линем. В этом видео мы поговорим о силе предела и немного об уровнях культивации. А в сборе материала личная благодарность от меня подписчику. Спасибо, Казбек, за очень подробный разбор. Итак, все мы прекрасно знаем, что благодаря силе предела Ван Линь становится сильнее всех на своем уровне. Например, достигнув уровня зарождения души, практически нет никого в этом классе, кто был бы сильнее его. Что такое сила предела и почему она так называется? В мире существует некие три царства сфер. Сфера Цзы – олицетворение смерти, сфера Ши – олицетворение жизни и сфера Дао – олицетворение самой пути. У Ван Линя сфера Цзы – своего рода красные молнии. Пределом является только сфера Цзы красной молнии из возмездия. Если присмотреться, то красная молния сферы Цзы и красные молнии из возмездия небес очень схожи друг с другом. Сферы Цзы 5 элементов и синего тумана уже не являются пределами. Это ошибка перевода, когда называют другие сферы силой предела. Тот эксперт, у которого тоже якобы есть сила предела, на самом деле обладает другой сферой. Поэтому Ван Линь, можно сказать, особенный и отличается от других экспертов. Сфера Цзы красной молнии или сила предела, что у Ван Линя, это, грубо говоря, бан для людей, которые нарушили правила воли небес. Эта сфера была создана создателем этого мира. Остальные сферы были созданы самими людьми, поэтому на них не накладывается ограничение и, соответственно, не являются пределами. В произведении есть и другой человек, он тоже получил сферу Цзы из возмездия небес. У него и у Ван Линя одинаковая сфера Цзы. Когда он атаковал Ван Линя, чтобы убить, вместо этого Ван Линь взял под контроль его сферу Цзы на время. От этого он был очень впечатлен. Ранее тот не встречал человека, который с легкостью не только смог противостоять его сфере Цзы, но и мог подчинить его же силу. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме Каноха ТВ. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в закрепленном комментарии. Область сферы – это когда человек входит в особое состояние во время постижения истины. А просто сферы Цзы, Ши и Дао – это обозначение техник и то, к какому царству они принадлежат. Например, сфера Цзы красной молнии, сфера Цзы 5 элементов, сфера Цзы синего тумана, сфера Ши восходящего солнца, сфера Дао течения времени и сфера Дао сна. При постижении смысла Дао, если у человека сознание является сильным, он может копнуть настолько глубоко, что имеет шанс войти в область одной из трех сфер. Когда человек входит в область сфер, он входит в особое состояние сознания, разум покидает реальный мир и находится в трансе. В этом состоянии человек может находиться годами и может выйти только после того, как закончит постижение смысла. Человек в особом состоянии сознания в области сфер создает сильную и неповторимую технику, которую не было до этого в мире. Эти техники в будущем могут стать самыми сильными для этого культиватора. Сила этих техник развивается вместе с владельцем. Однажды в будущем Ван Линь сидел на берегу океана и размышлял о жизни. Он следил за восходом солнца и пытался постичь законы бытия. Ему удалось глубоко постичь смысл жизни и вошел в особое состояние сознания, в область сферы Ши. Ван Линь потерял счет времени и просидел в неподвижном состоянии несколько лет. Он не обращал внимания на окружающий его мир, ни на своих друзей, которые не понимали, что с ним происходит, и волновались о его состоянии. Спустя длительное время Ван Линь наконец очнулся и вышел из области сферы Ши не с пустыми руками, а с созданной новой техникой сферы Ши. Техника называлась «Рождение солнца, уничтожающее ночь», ну или просто и коротко «Восходящее солнце». Эта техника была очень сильна, она могла уничтожать культиваторов, намного превышающий уровень Ван Линя, но у нее был изъян. Для сотворения некоторых техник нужны были особые правила, например, эту технику можно было сотворить только во время восхода. Чем проще была техника для сотворения, тем слабее она была, но и удобнее для использования. Но техники, для которых нужны были особые правила, имели в себе большой потенциал. После этого Ван Линь снова входил 2 раза в область сфер, но эти 2 раза он постигал только смысл пути, сферу Дао. Он создал 2 техники, которые были воистину могущественные, что даже могли воздействовать на саму реальность и менять ее. В произведении «Противостояние святого» Ван Линь постигал 3 раза царство сфер, и тут каждый невольно задается вопросом, где третье царство, сфера Цзы. И вот тут начинается самое интересное, ведь сфера Цзы – это и есть так называемая сила предела из аниме. Но как Ван Линь смог получить сферу Цзы, если он не постигал смысл смерти?
Рассмотрим это в будущих видео, так как тема довольно интересная, но для этого потребуется затронуть другие вопросы. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, интересны ли вам такие разборы аниме «Противостояние святого» и какие темы взять для будущих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!